Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Перед вами красивый натюрморт осенних овощей. Ну не правда ли красота? Вот сегодня мы с вами приготовим очень вкусное рагу из этой всей красоты. Здесь все собрано по 5. 5 видов овощей, по 5 штук баклажанов, лука, перца, моркови и томатов. Овощи я нарежу кубиками крупными, а вот морковь она нарезается тяжело, и в этом мне поможет комбайн. В большую чугунную утятницу на 6,5 литров я налила примерно пол-сантиметра растительного масла, нагрела его и сюда же опускаю нашинкованный лук. Наша задача сейчас его обжарить. Как только увидим, что золотится лук, добавляем в него морковь. Все тщательно нужно перемешать и обжариваем морковь вместе с луком. И не забываем постоянно помешивать овощи. Пока у нас обжаривается лук с морковью, я нарежу крупно помидоры. Друзья, шкурку я с помидоров не снимаю. Для меня это не принципиально. Если вы любите снять шкурку, пожалуйста, снимайте. Надрежьте помидор на 4 части и опустите на несколько секунд в кипяток. А теперь наступила очередь закладки томатов. Томат даст необходимую влагу для того, чтобы лук и морковь у нас не подгорели. Все я тщательно перемешаю и оставляю тушиться овощи еще на несколько минут. Тем временем нарежу оставшиеся перец и баклажаны. Для того, чтобы баклажаны не горчили, я в 1,5 литра холодной воды добавляю столовую ложку соли, все хорошо размешиваю и добавляю этот соленый раствор в нарезанные баклажаны. Оставить это все нужно на минут 5-10 для того, чтобы убрать горечь из баклажан. А теперь к луку, моркови и томату добавляем перец. Время обжарки овощей у меня регулируется очень просто. Как только очередную порцию овощей нарезали, тут же добавляем в утятницу. Зелень я в рагу не добавляю, потому что считаю, что тут и так предостаточно вкусов от всех овощей. Теперь добавляю в рагу баклажаны, которые я отцедила на дуршлаг. И все это тщательно перемешиваем. С добавлением перца у нас в рагу появилось больше сока. И это очень хорошо. Друзья, в рагу я не добавила ни ложки воды. Все только соки овощей. Благодаря этому у нас рагу будет очень и очень вкусным. Хоть у меня утятница и на 6,5 литров, но овощей достаточно, чтобы понимать, что мешать их проблематично. Поэтому я облегчу себе задачу. Немного перемешав овощи, накрою их крышкой и дам им немножко потомиться под накрытой крышкой, чтобы они немножко осели. Таким образом, мешать овощи в дальнейшем мне будет гораздо проще. Через минут 10-15 я вижу, что под действием пара овощи осели. Теперь самое время добавить соль, сахар и перец.
На это количество овощей идет 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара и примерно чайная ложка, ну, может, с горкой молотого черного перца. Перемешаю рагу и попробую его. Рагу будет немножко казаться пересоленным, но не торопитесь добавлять воду или как-то еще исправлять ситуацию. Ни в коем случае. У нас овощи тушатся в собственном соку. Овощи закрываем крышкой, делаем минимальный огонь и оставляем овощи тушиться примерно на час. Готовность овощей будем определять по состоянию моркови. Это самый твердый овощ в нашем рагу. Если морковь стала мягкая, значит рагу готово. Отключаем огонь, закрываем крышкой утятницу и оставляем еще минут на 15-20 настояться овощам. Прошел час. Я пробую рагу на готовность, а также на вкус. Овощи отлично приготовились, по балансу вкуса тут все замечательно. Не хочется добавлять ни соли, ни сахара, все отлично. И теперь осталось либо сервировать тарелочку, либо раскладывать рагу по банкам. Ну вот и вкуснейшее рагу готово. Оно получилось очень вкусным. Настолько сытное, настолько вкусное, что его можно есть даже без хлеба, без рыбы, без мяса. Настолько оно самодостаточно. У рагу несколько сладковатый привкус. И это, я бы сказала, его изюминка. Очень вкусно. Друзья, приготовьте. Единственное, если вы будете заготавливать на зиму такое рагу, то стоит в рецепте уменьшить количество помидор и добавить уксус. Ну и, конечно, раскладывать в горячем виде в стерилизованные банки и закатывать крышками. В сезон овощей рагу – это вкусное и полезное блюдо. Готовить его я рекомендую в толстостенной посуде, в такой как жаровня, утятница, казан. Так у вас блюдо будет томиться дольше на медленном нагреве, без добавления жидкости, и не превратиться в кашу. Ну а я, как всегда, вас приглашаю подписаться на свой канал, поставить лайк. Будьте здоровы! До скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.